Здравствуйте, мои замечательные подписчики и гости канала Таро Гадание Инфо. Всем доброго времени суток, хорошего настроения. Спасибо огромное за то, что вы со мной, за поддержку канала, за комментарии, лайки, подписки. Благодарю вас. Тема сегодняшнего расклада звучит так. Мой скрытый враг. Кто он? Причины вражды. Ждать ли мне удара в спину? Сегодня мы попытаемся это все узнать, рассмотреть. Может быть, придет описание этого человека, вы его читаете, знаете, да, и, собственно, будет вам предупреждение, уже соломки все сможете подстелить, будете с ним себя аккуратнее вести. Итак, сначала делаю вашу сигнификацию, если резонирует, значит, есть смысл смотреть дальше, до конца. Если вдруг в сигнификации узнаете свою подружку, соседку, сестренку, у вас есть шанс посоветовать ей посмотреть это видео. Может быть, оно и будет также полезно и интересно. Итак, начинаем. Ваша сигнификация. Какая девочка пришла на расклад? Мне некоторые девочки пишут, интересно, да? Во время каждой моей сигнификации 99%, можно сказать, выходит вот эта карта. Ну, это говорит о том, что многие девочки, одни и те же, как правило. Но добавляются, конечно, подписчики. Спасибо вам за то, что вы добавляетесь. Но очень часто энергетика похожа. Смотрят вот это девочки, вот эта карта на них выходит. Вот муза яркая, вдохновляющая. Женщина талантливая, женщина энергетически наполненная, девочка умеет себя преподнести, вот этот фокус внимания на себе удерживать, с коммуникациями все хорошо. Тут, повторяюсь, не обязательно идеальная красотка, но харизма, вот за счет энергетики харизмы берете очень часто. Так. Давайте посмотрим, о чем они сейчас говорят. Ваша сигнификация. Почему-то мне показана какая-то у вас потеря, утрата. Это, знаете, очень часто проигрывается. Смотрите, изображена женщина, и в которую как вот вцепился силуэт этого мужчины. Он уже не живой. Ну, как в плане, сейчас я объясню. Он-то живой, я надеюсь. В плане отношений уже, может быть, как таковых нет. Это как в прошлом отношения, в прошлом какая-то ситуация. И женщина вот где-то руками поддерживает. Это как фантом этого человека. То есть этот фантом, он присутствует в вашей жизни. И имеет этот фантом огромное влияние на вашу жизнь. Может быть, даже у кого-то, видите, тут сверху женская фигура, сверху стоит еще мужской силуэт. То есть вполне возможно, у вас сейчас отношения с каким-то мужчиной уже или новым, или в принципе с каким-то мужчиной. Но на эти же отношения влияет, имеет огромное влияние ваше чувства, эмоции, у кого-то опыт какой-то болезненный, который приобретен был в предыдущих отношениях или с каким-то партнером, с которым сейчас вы, ну, как минимум, не вместе. Вот как-то так. Надеюсь, он на физическом плане, он жив, здоров, но ментально вот его фантом, он присутствует в вашей жизни. Опять-таки, с этим мужчиной связаны какие-то не очень хорошие ощущения ваши, это предательство. Тут мужчина за спиной держит кинжал. Вполне возможно, вы столкнулись с какой-то двойственностью в проявлениях, ну, в вашу сторону, когда этот мужчина проявлялся. Может быть, с какими-то умалчиванием, замалчиванием, с какими-то, может быть, ситуациями вы считали это как подлость, предательство. Ну, понятно, когда за спиной у вас кинжал держит, человек, вернее, держит. Тем самым он не хотел бы, как бы вам сказать, не хотел бы, чтобы вы знали о чем-то, о каких-то, может быть, тайнах, о его каких-то коварных или просто каких-то планах, да. Ну, не посвящал вас человек во что-то. Вот тут как-то такая какая-то ситуация мне описана. Вас описывают по карте Белая Ворона, женщина, которая считывает и прекрасно понимает свою инаковость. Может быть, видение мира, восприятие мира.
Может быть, чувствуете себя где-то как чужой среди своих, да, даже среди близких людей. Это опять-таки, у кого-то это какой-то философский взгляд на мир, у кого-то это увлечение эзотерикой, фэнтези, как будто живете в своем каком-то, не обязательно иллюзорном мире, не хочу так говорить, в своем мире, просто у вас свой мир, желательно просто, чтобы больше было у вас каких-то единомышленников, людей, с которыми вы могли бы разделить эти взгляды на мир, это видение себя в этом мире, хотя бы было с кем пообщаться. Потому что мне так кажется, по вот этим картам, тут глазки завязаны, где-то вы даже, может быть, и не находите этих единомышленников. И тут параллельно с этим можно прочитать, прочесть, что ваша карта, вот эта вот муза яркая, харизматичная, вы очень привлекательны для противоположного пола. В принципе, для людей вы интересны, вы необычные. С одной стороны, это белая ворона. Это человек, который может удивить, может чему-то даже научить, может заставить среднестатистического какого-то прекрасного человека, но общаясь с вами, этот человек может посмотреть по-иному, как-то по-другому, под другим иным фокусом. Какие-то элементарные вещи он может увидеть, для себя осознать. Кстати, если вы психолог, тут может быть увлечение эзотерикой тоже сюда проходить у кого-то, и психологией, то это опять-таки может людей, да, как-то сподвигнуть, да, ваше видение, может, как вы смотрите на какую-то ситуацию, может тоже быть полезным, очень полезным для многих людей. Опять-таки, тут еще идет так вот сочетание, вы в своей привлекательности, своей какой-то манкости, яркости до конца, может, даже не осознаете. Почему-то глазки завязаны, то ли где-то идет, не буду говорить обесценивание себя, как недооцениваете себя, честно говоря. Но по карте эволюция, мне радостно, что это как будто бы у вас уже процесс какой-то запустился. По поводу чего? По поводу того, что вы, как минимум, вы хотите изменений в лучшую сторону для себя, и эти изменения идут. Они на пороге, можно сказать так. У кого-то это кто-то занялся улучшением своих физических данных, внешности, да, там, может, походы к косметологу, в принципе, не буду говорить здоровый образ жизни, элементарно, там, режим сна, как-то решили уделить себе больше времени, может быть, отдохнуть. Где-то карта эволюции, это в принципе же касается не просто там вашей внешности, хотя тут акцент делают на этом, потому что сейчас внешне вы становитесь лучше, привлекательней. У кого-то эволюция, это в принципе вы хотите, может быть, улучшить свой, не знаю, уровень жизни, повысить его, да, вот как-то так. Так, вообще карты такие, понятно, тут боль какая-то, предательство, тут белая ворона, а тут дальше идут какие-то карты такие говорящие, потому что в принципе у вас как будто бы налаживается ваша жизнь. По крайней мере, как будто бы все идет к тому, чтобы как-то вы гармонично приняли себя, где-то свою ценность наконец-то осознали, проработали. Вот тут что-то такое. Так, почему глазки завязаны? Тут в прошлом больше говорят, что глазки у вас завязаны, я уточнила, почему. Вы в прошлом могли вот как в упор не видеть каких-то ситуаций или отношений к себе мужчины. Там, где многие женщины уже более опытные или менее доверчивые, скажем так, могли видеть в поступке мужчины, да, может, с первых его каких-то там шажочков, звоночки какие-то замечали бы в его проявлении, которые говорили бы им: держись подальше, 10-й дорогой обходи, там, не буду говорить там какие-то диагнозы и наговаривать, но там для многих было сразу с первого дня, с первого проявления было понятно, мужчина, мягко говоря, не однолюб, мягко говоря, он полигамен, да, может быть, не совсем серьезный какой-то он в проявлениях именно вас.
то для вас у вас как глаза завязаны, как паутин, не то что паутина, как, знаете, пелена перед глазами. И тут может быть у кого-то страсть на, вот тут карта Эрос, это на пике страсти. Вот вы так хотели, может быть, с этим мужчиной каких-то таких ярких взаимоотношений, может быть, разрешили себе это. У кого-то, может, мужчина не свободен, потому что тут карта кольцо. Вы могли быть не свободны. Тут история о том, что вы могли к нему привязаться и как стать заложником этой ситуации. И бесплодно надеялись на то, что отношения вот эти вот страстные какие-то, ну, не буду говорить любовь, ну, такое влечение, страсть. Вы надеялись, может, что-то перейдет на более какой-то для вас желанный, серьезный какой-то сценарий, вариант. По карте кольцо это мужчина будет, может быть, вкладываться, может, предложит вам серьезные, стабильные отношения, или что к этому все придет. А тут ощущение того, что будто бы столкнулись по карте марионетка с тем, что это всего лишь манипуляции какие-то, и вы себя осознали этой какой-то как куколкой, которую пытается мужчина дергать за ниточки и навязывать те правила игры, которые ему угодны, удобны. Ну и тут история о том, что где-то наконец-то эта повязочка с глаз слетела по святой воде, это как прозрение, по святой воде, это как окатили вас этим, как говорят, ушат ледяной воды вылили, да, вот что-то такое могло тут проиграться. Тут у кого-то так. Опять-таки у кого-то сочетание повязка на глазах и белая ворона. Знаете, вы сами обладаете вот какими-то такими качествами. Допустим, вам вот хотелось, если любовь, то влюбились, вы считали, что все ради этого человека, вы готовы на все, ради него готовы, ну, можно сказать, почти на все, там, может быть, отказаться от очень многого. И подсознательно вы также вкладывали, да, это вот если думали, если мужчина с вами пытается что-то простроить, значит, и он точно так должен, ну, как минимум, идти на компромиссы, как минимум вы хотели видеть с его стороны какие-то проявления такие, как будто бы, ну, по себе ж люди судят. Вот тут по себе вы судили, а столкнулись, вообще другое какое-то отношение. То есть это как какой-то урок, болезненный, да, урок вашей жизни. Так, до конца отпустить можете, не можете, я даже не могу сказать. Тут как будто бы вот человек незримо, он как-то присутствует. И этот урок печальный, который вы с ним прошли, он накладывает огромное влияние, или как он огромный отпечаток он накладывает на отношения даже с вашим настоящим, может, мужчиной, или с теми мужчинами, которые вот у вас там в будущем будут. Как будто бы вы где-то не можете от этого до конца, как вам сказать, это забыть не можете, отказаться даже от этого не можете. Ну, это карма, это как, ну, по-другому не скажу, это какой-то урок, который вы должны пройти. Мне кажется, вы его уже, ну, почти прошли, да, как будто бы выходите из этого состояния. Потому что эволюция — это же изменение в лучшую сторону. Так, смотрим. Ваш скрытый враг. Кто? Причина вражды? Ждать ли удара в спину? Мои хорошие, хотела попросить вас, пожалуйста, подпишитесь на канал. Для меня это очень важно. И поставьте лайк, не стесняйтесь. Так, скрытый враг. Кто он? Ой, что-то я переворачиваю. Ну, чего я переворачиваю? Так, ваш скрытый враг. Кто он? Ваш скрытый враг. Причина вражды. И ждать ли вам удара в спину? Ваш скрытый враг. Кто он? Причина вражды. Ждать ли вам удара в спину? Ваш скрытый враг. Кто он? Причина вражды. Ой-ой-ой. И ждать ли удара в спину? Скрытый враг. Кто он? Причина вражды.
Ждать удара в спину вам. Ваш скрытый враг. Кто он? Причина этой вражды. И стоит ли вам ждать удара в спину от этого человека? Скрытый враг. Кто? Причина вражды. И стоит ли ждать удара в спину? Начинаем. Кто? Кто ваш скрытый враг? Так, человек, это радует. Мужчина, очень похож на мужчину, слуга воды. Мужчина, который чувствует так все. Ну, не буду говорить, что он эмпат, но может как будто бы считывать эмоции, да? Может считывать эмоции женщин, прекрасно осознавать, чего они хотят, что они, какие эмоции они, женщины, испытывают в этот момент. Опять-таки, он сам по себе чувственный, он сам по себе может быть, знаете, если ему нужно, он может производить такое впечатление на женщину, тут и стихи декламировать, и серенаду спеть, и в принципе найти нужные слова, может флиртовать, может комплименты говорить, такое, да, может создавать, ну не обязательно иллюзию, но впечатление такого человека, который вообще вас понимает и во всем является вашей второй половиной. Насколько это правда, не знаю. Так, в жизни у этого человека присутствует третий фактор, то есть треугольники какие-то. Может быть не свободен, тут мужчина и две женщины изображено. И по дьяволу сочетание. Может, человек запутался. Вот это вот его состояние с наличием двух женщин в его жизни. Он чувствует себя где-то очень неустойчиво. Вполне возможно, не очень бы этого и хотел, да, не по своей воле, да, если можно так сказать. Вот это я пошла в адвокаты этого человека, начала оправдывать. Ладно, нет, но в принципе состояние такое, как будто бы сидит на какой-то жердочке. В любой момент может упасть с этой жердочки, шандарахнуться. Это история о том, что если человек где-то там, имея семью, где-то на стороне еще пытается как-то так, ну, дополучить, назовем это так, какие-то свои то ли эмоции, то ли в сексуальном плане ему не хватает каких-то наслаждений, да, то при всем при этом по дьяволу, да, это его будоражит, где-то может даже придает яркости жизни, но при этом он чувствует в любой момент, он может как бы потерять опору под ногами, в любой момент его может накрыть, в любой момент могут узнать о его каких-то то ли похождениях, то ли приключениях. Так, кстати, очень боится о том, что где-то в социуме, в каком-то коллективе могут узнать о нем. Может быть, тут сейчас прошу, карта воск, это о чем? Как будто бы мужчина, по большому счету, от социума, от коллектива какого-то, в котором он находится, может, это рабочий коллектив, да, люди, которые его окружают, то это как закрывается. И по этой карте, это карта магическая, но это карта, говорящая о том, что человек старается нейтрализовать какое-то негативное влияние, в данном случае этого социума. В данном случае тут карта еще кольцо, феникс, максимально может скрывать свое семейное положение, даже если люди знают, что там в коллективе, там, особенно если это женский коллектив, да, и мужчина там, он один, он как, его видно, да, он как на ладони, понятно, что какие-то могут быть там постоянные сплетни, пересуды по поводу его семейного положения, может быть, его жены,
то он тут постоянно как защищается от них, минимум вообще информации какой-то дает. Может быть, даже вообще о своем положении никому ничего никогда не рассказывает. Тут вот как-то так, это сознательно. И уж тем более не хотелось бы ему о своих каких-то делиться и рассказывать о своих каких-то там похождениях, еще раз повторюсь. Так, карта Феникса. Но вообще мне показан человек, который почему-то мне показалось, что он может влюбляться, ну, с довольно какой-то постоянной периодичностью. Мне так хочется это считать. Вообще человек, у которого было много потрясений в жизни, но он, как вот эта птица Феникс, он возрождался из пепла. То есть могли быть какие-то ситуации там по бизнесу, да, вообще потери чего-то, может, как с нуля начинал, заново возрождал бизнес, как свою жизнь собирал, себя собирал. У кого-то это вплоть до того, что на физическом плане, да, какие-то болезни могли быть. И это как отбрасывало его назад, да, где-то стопорило, а потом он мог брать себя в руки и опять, как я же говорю, как с чистого листа начинать все. У кого-то тут, если он кольцо не свободен, периодические отношения в семье могут такие быть, да, как будто отношения себя изживают, ну, как выжженная уже земля, да, как пустыня какая-то по эмоциям. А потом, вплоть до того, что может быть даже такое тут может проиграться, если у него роман там на стороне с женщиной с какой-то, то даже благодаря этому роману с какой-то, может быть, как любовницей, да, назовем своими именами, как происходит у него и в семье перезагрузка отношений, и опять как по карте Феникс могут отношения типа налаживаться, да, любовница своего рода получается как какой-то, ну, как топливо, если можно сказать, даже для его семьи. Ну, это все логически все понятно, где-то закономерность даже это есть, но вот тут как-то у него это вообще ярко проявлено. Так, целеполагание, смерть, взлет, незнакомая. Цель чего? О чем? Опять мне это кольцо из другой колоды идет. Знаете, тут человек показано, какая цель у него по жизни, к чему хотелось. Ему бы хотелось по карте парусник, чтобы его жизнь летала что-то новое, яркое, изменяло, это яркое изменяло его жизнь в лучшую сторону, но в более высокий какой-то уровень, чтобы жизнь переходила, качество жизни лучше становилось. Так, карта смерти, очищение. Тут почему-то показано, что он, может быть, много раз и хотел там даже развестись, поменять статус, да, понятно, что с женой, может, если есть там постоянная женщина по карте кольцо. Как он своего рода считал, как очищение какое-то, может быть, хотел с какой-то новой женщиной, то ли отношения выстроить, то ли дать шанс. Но оно все равно не получается. Вот почему-то его опять как возвращают. Может быть, как какой-то, правда, как урок какой-то он кармический не прошел до конца со своей постоянной женщиной. Поэтому оно ему и как стопорит, и не дает ему даже новое что-то построить. Тут такой какой, не то что там замкнутый круг какой-то, он тут повторяющийся цикл мне показывает. Одно и то же, одно и то же, одно и то же. Вроде и не может... И не хочет даже где-то уже повторений с супругой там, или какая-то женщина у него постоянно. А его как не дают ему с новыми построить. Может, какие-то увлечения есть у него. С другой стороны, у меня такое ощущение, что если бы это была такая какая-то действительно любовь, то, может, мужчина бы рискнул уйти из этих прежних отношений. Показана мне карта смерти, взлет и незнакомая. Как будто бы закрывают ему. Ему правда хочется изменить жизнь. По карте парусник яркость жизни, новое что-то. По карте вот этой взлет, он хотел бы пойти как будто на взлет. Еще он говорит, я хотела бы какими-то шансами этими воспользоваться, для того, чтобы моя жизнь изменилась в лучшую сторону. В незнакомое, вот новое, незнакомое. Но вот у меня такое ощущение, как будто бы он опять-таки ходит по кругу. Не знаю, что-то такие странные карты.
Вот такая на него сигнификация вышла, на этого товарища. Ну и по дьяволу, девочки, если мы на него смотрим, ну понятно, что тут рядом треугольники, то есть это, как это сказать, где-то для человека это слабое место, да, эти треугольники. Но по дьяволу этому вот человек зависимый, человек, который легко поддается на какие-то дьявольские, знаете, уловочки, на какие-то провокации. Так, дьявол его в чем? В чем его дьявол, девочки? По карте всадник это человек, который, ну, часто так проигрывается, имея стабильную женщину, стабильную свою какую-то жизнь, параллельно с этим человек любит где-то на стороне проявляться. Причем по нижним чакрам. Когда прискакал, тогда и вовремя получил все, что нужно. Я тебе ничего не должен. Вот яркой жизни, именно в сексуальном плане. Человек как будто бы добирает где-то. Так, вот мне так идет. Вот такой мужчина мне вышел. Кто он? Посмотрели. Причина вражды между вами. Смотрим. Луна. Причина вражды. Так, девочки, причина вражды. Сразу показано между вами столько по Луне каких-то непонятных ситуаций, тайн, какого-то умалчивания. По Луне в классике это вообще изображен с одной стороны волк, с другой стороны собака. То есть ты не понимаешь до конца. Это человек для тебя друг, враг. Он не понимает о вас этого. Вы о нем точно так же. Может быть, приписываете его действиям какой-то там смысл, который он не вкладывал в прямом смысле. Он там что-то вытворил по глупости, даже не подумав, правда, и точно не вкладывал никакой злой смысл. А вы там это уже себе могли дорисовать картинку, как-то под какую-то идею это все подвести, может быть, под философию, вообще что-то такое вот. И он то же самое. Тут как это в две стороны работает, в две стороны. Так, так. О чем это? Я не знаю. Показана причина вражды. Скорее всего, мужчина вас видит по карте звезда. Ну, мне так и хочется прочитать, что вы как зазвездились. Женщина, которая, ну, объективно вы привлекательны, с интеллектом у вас все в порядке. Женщина, которая закрыла свое сердце. Вот эта карта, видите, мужчина держит вот это сердце, как будто бы оно стеклянное, оно ледяное. Как будто бы, может быть, у вас изначально были отношения непонятные, и он считывал, что вполне возможно, вы к нему что-то испытываете. Он к вам, понятно, что-то мог испытывать. А тут как будто бы расстояние, холод. Вы как обдали его этим холодом, где-то закрыли свое сердце для него, превратили свое сердце в какое-то ледяное, стеклянное. Ну, тем самым, как его отбросили, да, этого человека. Причина вражды. Еще причина вражды мне показана по карте Лотос. Это чистота помыслов, намерений, а тут рядом ложится карта. Вполне возможно, это ваша карта Лотос, там, где вы действительно вы могли без всяких задних мыслей в отношении него какие-то там, может быть, даже планы строить, как-то так, как ребенок где-то там, слишком даже открыто. А тут манипуляция, тут мужские руки и женская голова. Это как манипуляция написано. Человек пытался вами манипулировать, вот даже как бы обесценил вот эту вот вашу какую-то открытость, вот какую-то детскость вашу. Тут вот так как-то. Ну и борьба. Между вами борьба. Каждый отстаивает свое видение этой ситуации. Может быть, в принципе, изначально отношения пошли неправильно как-то. Тут карта предчувствия и борьба. Мне эти карты говорят о том, что иногда бывает, знаете, мы заходим в отношения, вот изначально что-то сломано. Я же повторюсь, если там есть третий фактор, могла быть уже подсознательная ревность, желание, может быть, ваше показать ему, насколько вы важны, ценны. У него то же самое, если у вас там параллельно какой-то там был или на тот момент стабильный мужчина был. Тут опять-таки борьба показать, я лучший, обрати на меня внимание. И тут какое-то как предчувствие, что вот, может быть, у вас было, у него. Ну, все, правда, идет не так, как бы вам хотелось бы. И вот каждый, может быть, ваш шаг новый, он как усугублял ситуацию.
Может, и пытались как-то наладить, но как будто бы изначально входили в отношения, во взаимоотношения, вот что-то было сломано, что-то было не так. Может, не нужно было их вообще в принципе, эти отношения, то ли даже начинать, то ли пытаться как-то даже приближаться друг к другу. Как-то тут вот борьба. Каждый отстаивает свое. Каждый, может быть, пытается доказать что-то друг другу. Но в отношениях между мужчиной и женщиной вообще какая борьба может быть? А тут вот изначально что-то не так. Так, причина вражды. Манипуляция сказала, ваш холод где-то, ваше... Может быть, даже он считал как высокомерное какое-то отношение. Я подозреваю, вы всего лишь давали защитную. Это я вас уже оправдываю, конечно. Но мне так читается. Всего лишь, может быть, вы давали свою оценку его действиям. Если он тут манипулировал вами, пытался, то по карте звезда вполне возможно, вы рано или поздно, с интеллектом все в порядке у девочки, все сопоставили и просто дали ему реакцию охлаждения в сторону, отошли на вытянутую ручку, может быть, рамочки границы. А он счел это, может быть, в ответ он мог считать это, что это манипуляция с вашей стороны, что вы как отзеркаливаете его, или вы пытаетесь тут уже какую-то свою игру играть. Вот поэтому тут все как-то вот так вот взаимосвязано, борьба какая-то. Ой, опять-таки воздух. Кстати, по вот этой карте предчувствия я могу так вот как-то, это тоже так прочесть, что и у мужчины могло быть, знаете, какое-то такое ощущение, когда уже началась борьба, началось доказывание один второму. Я круче, нет, ты под меня подстраивайся. Да нет, дорогая, ты под меня подстраивайся. А предчувствие могло быть такое, если карта Лотос, может, я неправильно что-то понимаю, может быть, нужно сесть типа за стол переговоров, как-то по-мирному это. Вот какое-то у него было, знаете, такое, что, может быть, я тоже где-то в чем-то не прав. Но такое у меня ощущение, что он особо решил это не развивать чувства. То же самое в отношении вас. Вы тоже не до конца были уверены. Одна луна что стоит? Вы не до конца уверены, он вдруг, враг, кто он? Вот тут страхи, огромное количество страхов. У кого-то из вас карта мудрости, тут женщина сидит вся в книгах, эти листы, бумаги из этих книг летают вокруг нее. То есть у кого-то увлечение эзотерикой, у кого-то психологией, таро. Это мудрость, это какие-то знания, познания, причем информация закрыта. То карта ложится, то, что закрыто от обычного обывателя, да. Может быть, в общении вы не могли эту информацию, в общении с вашими знакомыми, родными не могли получить. У кого-то же, это же повторюсь, эзотерика, психология, какие-то тайные знания. Для чего? Для того, чтобы для себя осознать вот эти какие-то страхи. Правильно я делаю, к чему я иду, что это вообще за ситуация какая-то. Как будто мудрость получали, эти тайные знания. Так, причина вражды, причины вражды. Я так могу тут считывать причины вражды. Опять это информация, где каждый вот эту какую-то информацию, даже которую получал, он трактовал по-своему, в угоду себе. Я не буду тут на него говорить, что он подлый подлец, или вы там. Тут у каждого, как будто бы же говорю, каждый остановился и сделал выбор в сторону своего видения этой всей ситуации. У вас она одна, у него другая совершенно. Опять-таки, причина вражды, жатва. Урожай собрали, который не устраивает ни вас, ни его. Не нравится это. И по карте старейшины, знаете, тут такая причина вражды. Опять, мало того, что каждый остался при своем мнении, тут каждый еще сейчас продолжает как будто бы искать подтверждение. Может быть, в психологии, может быть, в эзотерике, в раскладах, может быть, даже как-то вы, как вам сказать, под эту ситуацию где-то подтягиваете какие-то выборочно, да, как выхватываете какие-то факты. Это если из его биографии, да, может быть, до вас доходят какие-то, не факт, что они правдивые, эти новости. Скорее всего, мне хочется прям язык поворачивается так, или не поворачивается, сказать, сплетни, да, сколько правды в тех новостях, которые вы получаете иногда
ну, по поводу него, о нем. То же самое в вашу сторону. Сколько правды в той информации, которую о вас распространяют, которую ему доносят о вас. И тут как будто бы каждый по-своему старается ну, до конца сделать вот эту картинку правдивой для себя, где, может быть, обеляет себя, где, может быть, даже не столь обеляет себя, сколько пытается разобраться, почему вы друг другу не подходите, и что это такое было. Вот тут вот такое какое-то идет. Тут серьезный процесс идет и с вашей, и с его стороны. Мудрость, старейшины, жатва. Вот этот результат вполне возможно идет, знаете, как закрепление уже усвоенного урока. И если, ну, допустим, вас брать, да, вы столкнулись, даже вот такой я результат получила от коммуникации, от общения, от попыток построить с ним какие-то отношения. Этот результат меня не устраивает. И по карте старейшины я пытаюсь теперь понять, не то, что за что мне это, чем я заслужила такое отношение, а для чего это дальше мне, как мне это дальше использовать, вот, для чего это мне ситуация, информация, для чего мне этот мужчина был дан. Вот, и по карте старейшины опять-таки с мудростью это все, для того, чтобы в дальнейшем, может, таких типов к себе не подпускать. С его стороны, девочки, похоже идет что-то. Человек тоже пытается осознать, для чего это мне. Для чего мне дадено это гадина, да? Это не о вас, это я в общем. Так, давайте посмотрим. Ждать ли вам удара в спину от этого человека? Агрессия. Ждать удара в спину. Ну, прям негативного негатива я бы не ждала. Единственное, если вас еще цепляет что-то, там новость какие-то об этом мужчине, то самый большой негатив, если могу так сказать, это карта игла, тут как вот засел, как в сердце тупая боль, да, и карта привидения, это как вот незримо где-то он может присутствовать, и даже периодически там какая-то информация о нем попадает. Вот так вот можете вы жить своей жизнью яркой, наполненной, стараться. Кто-то тут с головой уходит в заработок, в работу, а тут как что-то прилетает и так оп, как-то на секунду, может быть, я же говорю, как тупая сердечная боль, вот такое вот. И где-то на время, если там что-то вам расскажут о нем, то как привидение, может незримо вам что-то напоминать, да, о нем. Может, какой-то типаж, может быть, какие-то даже кинофильм смотрите, и тут ситуация похожа. Или вас как наталкивают на какую-то мысль, для того, чтобы это все закончить уже, все эти умозаключения, чтобы к логическому какому-то прийти завершению. Вот тут такое может быть. Опять-таки, еще если кого-то, правда, ну, ревность там может накрывать, то тут... удар в спину, это просто элементарно, может быть, мужчина, правда, может, с кем-то там будет пытаться строить взаимоотношения по влюбленным. Это опять-таки какая-то информация может о нем просочиться. Тут карта победа и влюбленные, что как будто бы мужчина старается где-то наладить с кем-то свою жизнь, ну, личную, да, может быть, тут влюблен в кого-то. Ну, вот такое вот. И где-то, может быть, даже почему-то мне так идет, вот как будто бы, ну, осознанно он или неосознанно. Но почему-то мне карта зависть, победа и влюбленные. Прям, может быть, у кого-то из мужчин хотелось бы ему так, чтобы у вас какая-то зависть была, что вот он победу получил в чем? В том, что у него есть шансы где-то с кем-то построить новые отношения. Вот такой вот. Вот это вот самый большой какой-то удар в спину. Это если вы не будете к этому готовы. А некоторые считают, что они ко всему уже готовы, а потом, когда, допустим, узнают, что ага, у этого мужчины там новая избранница или не очень новая, и у них там любовь, какая-то история романтическая, да, и тут кажется, ну, скажем так,
Это особенно будет болезненно для девочек, у которых в этот момент, может быть, нет своей личной жизни. Или нет такого какого-то романтично настроенного поклонника. Вот тут что-то об этом. Вот. Оно поэтому может так болезненно проиграться. А вообще показано, от человека ждать удара в спину особо не приходится. Почему? Потому что сейчас человек, как по карте депрессия, как в коконе, он старается где-то выйти из какого-то тяжелого состояния. Покровительство высших сил, страхи, борется опять с какими-то своими страхами, старается балансировать. Опять-таки, может, человек старается тоже с головой идти в работу, как лошадь пашет. Где-то идет замещение, где-то хотелось бы ему опять-таки наладить свою жизнь во всех смыслах. Карта умеренность, нерешительность. Как будто бы длительное время человек до конца таки не осознает, кем вы являетесь для него. Вот нерешительность и карта умеренность. Одно он понимает, что рядом с вами, с одной стороны, там были моменты очень непростые, где вы друг другу что-то пытались доказать, это борьба какая-то. А с другой стороны, человек от вас брал очень много энергии. Человек подпитывался. Возле вас он чувствовал себя каким-то, знаете, мужчиной, который, правда, как будто бы заново вот пообщался с вами. Это какой-то прилив силы, энергии. Хотелось дальше идти что-то творить, вытворять. Тут карта умеренность, она тоже такая своеобразная. Это все-таки какой-то... Он вас воспринимал женщина. Смотрите, тут такая роскошная, красивая вуаль. У нее на голове вуаль у этой женщины. Она на качелях раскачивается, и мужчина приходит. Женщина обнажена, то есть, по большому счету, она открыта для отношений, да, скажем так. Вуаль на голове только. А мужчина весь одет полностью, там, и шляпа на голове, и ботиночки, и шарфик даже завязан. То есть он приходит к женщине, садится ей на ручки, скажем так, наполняется от нее энергией, ловит кайф, потом собирается и уходит. Он даже не заглядывает под эту вуаль, он не отбрасывает ее. По большому счету ему все равно, какие там у нее проблемы, заботы, потребности. То есть он даже не интересуется. Вот свое взял и ушел. То, что он с головы до ног закрыт, это говорит о том, что у него очень много тайн, секретов, которыми он и не собирается делиться. То есть не собирается переходить как будто на новый уровень, отношения переводить на новый уровень. Тут что-то такое. И ждать ли удара в спину? Тут как будто бы как и были вот такие непонятные, мутные отношения. И отношения с его стороны такое. Лишний раз не проявлюсь, не вложусь, не проявлю там какой-то заботы, внимания. И тут карта нерешительность, она тоже это усугубляет. То есть он и дальше не готов особо что-то делать в этом направлении для того, чтобы с вами сблизиться. Не готов он тут вкладываться, то же самое, как-то проявляться. Тут все об этом. Тут просто единственное, что тут у человека может быть желание даже, чтобы у вас вызвать какую-то зависть и ощущение того, что он одержал победу над вами. Каким образом? Таким образом, что у него там тут какая-то новая любовь, новые отношения. Показать это, для того, чтобы вам боль какую-то причинить. Вот это и все. Вот такой удар в спину. Вы же уже будете знать об этих сценариях, поэтому для вас это не будет столь болезненно, да? Тут как будто мы чуть-чуть соломки смогли подстелить вам. Все, мои хорошие, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч!